Привет, дорогие друзья! Вы на канале Ева Оракл. С вами Ева. И сегодня пришла тема записать, что же уходит в этом периоде из вашей жизни. И вы знаете, как раз так получилось, что я вот сейчас вам покажу, какой на самом деле красивый закат. Тут надо как бы или закат, или я. Давайте пока закат, оставлю фокус на закате. И мы с вами начнем. Загадайте два варианта, как обычно. Вот, и мы с вами посмотрим, что же уходит сейчас из вашей жизни, с чем вы прощаетесь, может быть, что вам мешало, что вам уже давно не нужно. Нам сегодня будет, как обычно, помогать карта мистических моментов. И, кстати, интересно, что вот для всех, да, судьбоносные события происходят у всех, да, вот такая вот страшный суд, на самом деле, штука такая, что особенно в этой колоде она, то есть перемены зовут, от них никуда не деться, поэтому то, что уходит, надо с этим прощаться, вот, не держаться за это. Давайте посмотрим у единичек, что же сегодня уходит из жизни. Давайте, наверное, я на себя фокус сделаю, да, чтобы вам было меня видно. Вот, давайте, погнали смотреть первый вариант. Сейчас я на вас настроюсь. Ой, все-таки нет, закат красивый. Давайте не будем на меня смотреть потом, когда закончится. В общем, сейчас я на вас настроюсь, единички. Я вот, видите, я на вас настроиться не могу. Вы такие суетливые, видите, я то закат поправляю. И на самом деле вот это, я просто смотрю, вы прыгаете с одного на другого. Вообще у вас в жизни какой-то каламбур. Вы как будто, вот я вижу, у вас как будто вот так вот. Вы вообще не можете понять, что происходит. У вас вообще круговорот, у вас столько всего, вот, у вас столько всего происходит, вы этим умело управляете, но на самом деле это вот, знаете, какой-то такой вот упорядоченный хаос, я бы это так назвала. То есть этот упорядоченный хаос, он создает вам много проблем в жизни. И, видимо, с этим придется распрощаться, потому что когда у вас слишком много всего, вы в итоге не хватаетесь за что-то одно, везде по верхам, вы как бы все время в таком взбудораженном состоянии, вы сами не можете понять, чего вы хотите. Вы запутываетесь, у вас, ну как сказать, вот даже вот тройка чаш, то есть у вас вот эти вот эмоции, в которых вы вообще не можете совладать. Поэтому у вас уходит вообще в ближайшее время вот это вот, и даже вам, может быть, осознанно нужно приложить усилия, чтобы из вашей жизни начали уходить моменты суетливости, моменты, когда вы хватаетесь за все подряд, когда вы набираете много всяких себе задач, и потом не знаете, что с этим делать. Вот, поэтому это очень важный момент, на который вам нужно обратить внимание. Вот. Давайте вытащим подсказочки. Семерка чаш. Вот видите, даже вот, вот тут же всегда колоды, я когда вот работаю в потоке, мне всегда колода дает сразу ответ. Видите, вы должны выбрать одну звездочку, вы на нее ткнули и на нее работаете. Будь то отношения, будь то какой-то проект, будь то какая-то мысль или идея, вам нужно научиться фокусироваться и выбирать действительно, знаете, из многих зерен самое как бы ценное, на нем фокусироваться и таким образом у вас будет происходить, как сказать, фокусировка на самом важном, и вы не будете терять себя, вы будете избирательны, вы будете сконцентрированы энергией, у вас уходит вот эта вот рассеянность, и вам, понимаете, вы почему все время в этом жили много лет? Потому что вам кажется, что это классно. Чем больше, тем лучше, да, как у нас принято, да, говорить. Но на самом деле гораздо лучше для вас сейчас показывают по судьбе иметь что-то одно, и, как сказать, вкладываться туда полностью, понимаете? Потому что вам создает это кучу тревог на самом деле. Это состояние, в котором вы часто пребываете, оно создает вам тревожное состояние, помехи, и вы в итоге теряете себя. Да. Вот все, что говорю, видите, сразу карта показывает. У вас сразу же разрушение, вы теряете себя. То есть, когда у вас происходят вот эти вот состояния, видите, на свет покажу, вот карты, чтобы они отражались, видите, какие некрасивые. Пятерка мечей и башня. И когда вы
концентрируетесь, осознанно выбираете что-то, не суетитесь, у вас все начинает складываться очень-очень классно. Давайте посмотрим, что еще уходит. Так, надеюсь, этот микрофон это не сильно шуржу, чтобы звук. Давайте посмотрим, что еще уходит из вашей жизни в ближайшее время. Я перемешала, из середины колоды снова вытянула башню. Почему, когда я говорю, что у вас уходит из жизни, у вас уходит на самом деле привычка жить как на взрывной волне. Это опять же вытекает из предыдущего. То есть у вас есть склонность к тому, чтобы подсознательно воссоздавать в своей жизни всякие разные страдальческие, всякие разные сложные, как же так выставить фокус, извините, тут, давайте что-то такое вот между. У вас есть склонность к тому и привычка жить, ну, скажем так, как на взрывной волне, понимаете, все время вот на грани. Вот видите, я сейчас, видите, с вами соединилась, видите, какая я возбужденная. Посмотрите мои другие видео вообще. Я когда вот соединяюсь с потоком, вхожу в поле людей, которых я просматриваю или для кого я смотрю. В общем, я, конечно же, сразу ощущаю полностью этих людей. Видите, я суетливая, я не могу успокоиться. Это приносит массу проблем. Вы себя истощаете, потому что такой образ жизни, все время жить на острие ножа, когда что-то рушится, это очень тяжело эмоционально. Ваше сердце может со временем начать шалить. Вот. У вас могут там быть всякие тахикардийки, у вас может быть состояние постоянного напряжения, какой-то боли, спазма в груди в том числе, потому что вы, вот я, видите, я не могу совладать с собой, и вы, видимо, тоже не можете с собой совладать. Сейчас вот я когда подключаюсь и смотрю единичек, вы такие перевозбужденные, вам нужно немножечко собраться, взять контроль над своими чувствами, и тогда у вас будет спокойствие, понимаете? Лотос, вы будете на своих эмоциях, как на арфе играть, понимаете? Это вот что вы должны делать. А вы как прыгаете, как кузнечик. Вот. Ищите любители острых ощущений у нас единички, да? Любители острых ощущений. Да. А вот что на самом деле нужно к чему прийти к единичкам. В позицию императрицы, когда она управляет своими эмоциями, она управляет ситуацией, вот, и ей не нужно суетиться, ей ничего не грозит. Она сама есть процесс, она сама есть то, что создает ситуацию вокруг. Понимаете? Императрица, именно императрица. Ну и давайте самую последнюю карту, совет возьмем для вас. Класс. Очень-очень говорящие карты. Вы посмотрите. Класс, да? Как так это сделать, чтобы и закаты карты, и вы все видели, как все красиво. Видите? Пятерка жезлов. Вы действуете, но вы действуете уже из расчета, вы действуете уже как шахматист, понимаете? Вы действуете именно умом. У вас совершенно другой уже подход к решению ситуации, к продвижению по жизни, к решению всех вопросов. Посмотрите, как это классно, как это красиво. Как можно жить вам красиво. Вот это уходит от вашей жизни. Суетливость. И мы посмотрели уже, да, давайте 3 посмотрим, что еще третье уходит из вашей жизни. Да? Мы посмотрели суетливость, вот это вот эмоциональность. Ну и третье, что сейчас тут уходит. А я сейчас объясню, что это значит, потому что я уже в потоке начала смотреть. На самом деле, сейчас я вытащу одну карту, вам покажу, чтобы вам было тоже нагляднее. Вот, 2 карты покажу. Вот, и объясню сейчас. На самом деле у вас из жизни, третье, что у вас уходит сейчас из жизни, что вам нужно на самом деле отпустить, это, знаете, вот у вас есть 2 крайних состояния вообще в жизни, да, поскольку вы человек такой крайности на данный момент. Вы или сидите в ожидании, ждете, что что-то будет происходить, какие-то чудеса, что-то вырастет, что-то случится. То есть вы как бы и вроде как и действуете, но у вас вот этих ожиданий, у вас их очень много, да, опять же, все потому, что есть крайне. А есть у вас другая крайняя ситуация, когда вы напролом идете.
Поэтому вам говорят, что вам нужно найти баланс. Вам нужно найти баланс, и когда вы войдете в этот баланс, вы начнете получать от жизни такие подарки. Ваша жизнь настолько будет классной, все будет настолько классно происходить. Ну, по традиции, когда я говорю эти слова, выходит у нас император, вы видите. Опять же, шахматная доска, но вы уже здесь император. Это очень красиво, и это настолько, понимаете, будет у вас жизнь. Вот если вы уберете из своей жизни эту суету, вот эту вот потребность к крайностям и привычку вот на острие ножа свое сердце держать, вы войдете, понимаете, в свою золотую эру. У нас там закат практически закончился. Давайте дальше смотреть двоечки, да, для вас. Кто загадал второй вариант. Мне кажется, многие, кто-то выбирает всегда первый, кто-то иногда второй, но вы всегда прислушиваетесь к интуиции. Но вообще на моем канале я советую слушать два варианта, потому что на самом деле иногда, мы же знаете, мы как две стороны одной медали. Иногда в нас включено, для двоечек, у нас включено иногда те вещи, которые, понимаете, взаимоисключающие, поэтому что-то вы можете взять из первого варианта, что-то из второго, ну, понятно, какой-то больше откликнется. Но давайте смотреть, что уходит из жизни двоечек. Да, семерка мечей. Но я думаю, что из вашей жизни уходит, знаете, вот такая скользкость, в том смысле, что из вашей жизни уходит состояние, когда вы и не тут, и не там, и ваша привычка, как бы, знаете, вот есть люди, которые так живут, вы себя сейчас узнаете, когда я скажу, двоечки, сейчас не буду закрывать пока эту карту, есть люди, которые так живут, они вроде бы и везде, но вроде бы нигде, они вроде бы как бы между, то есть это ускользание постоянное от реальности, то есть какие-то ментальные игры с самим собой и с реальностью, и в итоге вы сами себя запутываете. Сейчас я вам еще подсказку дам, вот, сразу же карта вышла. Вы и там, вы сами даже не понимаете, кто вы сейчас, что вообще происходит на самом деле в вашей жизни, какая ваша жизнь на самом деле. И это создает вам очень много проблем. И самое главное, что это создает очень много проблем вашим близким. Вы сами не можете понять, чего вы хотите из-за этого. Ваши близкие не знают, как с вами общаться. Снова выходит эта карта. Да, видите, очень схоже с первым вариантом, но немножко другая сторона медали. Вам тоже нужно, как шахматист, четко определиться, куда вы идете, для чего вы это делаете, кто я, кто этот мир вокруг. Потому что есть такое немножко бегство от реальности у двоечек. Вот это вот уходит из вашей жизни, привычка как бы сливаться, я как бы такой я скользкий там и там, вроде как бы все у меня есть, но ничего у меня нету. Я как бы из-за ваших и на наших, да, как это сейчас у нас принято говорить. Ну вот эта карта, ну вот я как не мешаю, у меня почему-то последнее время сейчас такие энергии в марте месяце, что они повторяются. Ну вот у нас на самом деле то, о чем я говорю. Да? Начать вам нужно совершенно все с нуля, по-другому. И перестать вот это играть вот в этого дурачка, я и не там, и не там. Вот, потому что, когда вы ходите по этому кругу, по этой спирали, у вас там демоны внутри начинают, понимаете, жить. И вы теряете себя. Вы не можете понять, куда вам идти. То есть для того, чтобы знать, куда идти, нужно знать, кто ты. Для того, чтобы знать, кто ты, нужно честно с собой поговорить, честно себя признаться. Да, я такой, я иду туда, я делаю то. Вот, поэтому вот это то, что должно уйти из вашей жизни, это такая некая неопределенность, некоторая привычка сливаться, быть таким скользким, я и там, и везде, я сам не знаю, чего хочу, и вашим, и нашим. Ну, то есть вот это вот состояние нечестности, по сути, это про честность, да? И когда вы уходите из этого, у вас, понимаете, все, вы вот эта карта очень классно в этой колоде показывает, понимаете? Снять все свои глаз, все, и у вас будет счастье, вы будете видеть все очень ясно, как в солнечном дне. Вам будет ясно вообще в вашей жизни происходящее. Так, давайте еще смотреть двоечки, что еще уходит из вашей жизни, потому что мне вот еще идет из потока, еще есть пару вещей, которые мне нужно вам сказать. Почему-то мне пришло про эмоциональную, про агрессию пришло. Да, вот мне пришло про агрессию, то есть у вас, видите, вот какая карта пришла, как показать, чтобы не отражалась, видите?
Девятка жезлов, она здесь такая красивая, такое, она так благородна в своем страдании, да. Здесь эта девушка на этой карте, вы можете себя даже узнать многие. Вот эта боль, которая внутри у вас с огромным количеством этих ранений, но на самом деле, когда у тебя накапливается большое количество боли, но она никак не отработана, ты даешь этим ранам у тебя на сердце быть, у тебя рождается злость и агрессия. Поэтому сказала агрессия. Потому что любые подавленные эмоции, они рано или поздно выйдут вам боком. И вот вам нужно научиться трансформировать каждый, тройка жезлов, трансформировать каждую ситуацию. Понимаете? Находить из нее плюсы и минусы, находить способ осознать, для чего эта ситуация, что мне в этой ситуации нужно. Понимаете? Король чаш, причем королева чаш, да, вот просто она в женском, да, то есть королева чаш. И ваши эмоции, понимаете, они должны быть, ну, как сказать, на светлой стороне. Вы настолько погружаете, то есть вы привыкли, что вот у вас эта, как скажем так, агрессия, она в то же время вашим моторчиком служит. Но, понимаете, этот моторчик, с одной стороны, вас толкает каким-то действием, что-то как-то делать, развиваться, но, с другой стороны, это вас разрушает. Вот. Да что ж такое, ну вот никуда я не могу уйти. И на самом деле здесь это говорится не про вас, эта карта. Здесь эта карта, потому что я сейчас думала о другом, я думала о ваших отношениях с мужчиной. Потому что ваши отношения с мужчиной страдают. Ваши отношения с мужчинами страдают от того, что у вас есть много незалеченных ран на душе. Понимаете? И вы в итоге с мужчинами не как в партнерских отношениях. У вас скорее абьюзивно-жертвенно. То есть вы вот этой жертвенности, вы настолько привыкли жить, то есть это должно уйти из вашей жизни. Понимаете? Вот чем отличается вообще жертва от Творца? Творец создает, он не дает накапливаться этим негативным эмоциям. Понимаете? Он не дает накапливаться этим негативным эмоциям. И, соответственно, он живет в позиции свободы. У него есть тогда какое-то движение вперед, когда человек прорабатывает это все, когда они живут между собой, мужчина и женщина, как партнеры. Но если вы ставите в позицию себя как жертвы, а мужчину в позицию императора, то вы неизбежно будете попадать в ситуации, где вы будете страдать. У вас будет накапливаться агрессия. И вот эта накопленная агрессия очень сильно изранила уже вашу душу. Вам нужно это уводить из своей жизни. Понимаете, вам нужно научиться быть динамичной, вам нужно научиться быть, скажем так, не застревающих в своих эмоциях. Вот. Давайте еще посмотрим, что она говорит, колода, на эту тему. Ну да, колесница, понимаете, вам нужно медленно, но верно двигаться, то есть научиться, скажем так, убрать из себя этот стереотип, да, что отношения – это страдания, и что обязательно нужно испытывать там боль, обязательно должны быть скандалы, обязательно должны быть крики, потому что у вас вся эта агрессия куда-то выплескивается, и, как нам показали императора несколько раз, скорее всего, в отношениях с мужчиной. Поэтому следите за этим, это должно уходить из вашей жизни, видите, это на самом деле вас разрушает. Ну, давайте посмотрим третье. Ну, видите, вот, когда вы справляетесь с этой проблемой, у вас все начинает сверкать, все у вас классно. Ну, давайте посмотрим третье, что должно уйти из вашей жизни. Колесо фортуны. Какая она здесь красивая, да? Это карта, колесо фортуны. Как она отражается, да? С закатом прям. Азан. Вовремя прям. Знаете, что должно уйти из вашей жизни вот по колесу фортуны? На самом деле, я думаю, что уйдет большой какой-то пласт у двоечек из их жизни. То есть это, знаете, вот как их жизнь вот повернется вот так вот, и все. Потому что вот по всем картам, которые мы смотрели, у вас на самом деле ну, достаточно такой застойный период был, и у вас уже накопилось очень много боли. Почему я сказала агрессия? Потому что очень многое не нравится, и очень многое уже хочется поменять. Правда? Очень многое хочется поменять, и очень многое уже требует вот этих вот изменений, чтобы оно провернулось. Понимаете? И должно уйти, на самом деле, вся старая жизнь. У вас произойдет большая смена картинки, у вас вот так вот все
перещелкнется. И вы видите, вот вы будете на самом деле переживать большие трансформации после коридора затмения. Если думаете, что у вас все закончилось, нет, у вас трансформация еще будет сейчас идти. И будете прощаться со своей старой жизнью. Давайте посмотрим, чем это все кончится. Оу, класс, королева мечей. Ну, у вас будет большой мыслительный процесс, вы будете осмыслять вообще, куда податься. Видите, у нее даже тут весь мир, собственно, перед ногами. Она возвышается по колесу фортуны, видите, какие перемены идут. Да, у вас идут большие перемены, и что-то, вы знаете, я вот это сейчас на двоечках, видите, у меня это пропал вообще этот, как сказать, я сниклась вся. Я в растерянном состоянии, потому что, опять же, вот как я подключалась к единичкам, я вот подключилась с двоечком, то есть вы как бы живете в какой-то прострации и вы вообще не очень понимаете, что происходит в вашей жизни. Вот эта карта и есть об этом. То есть у вас, я даже слов не могу найти, потому что вы, собственно, в таком состоянии непонимания, что происходит. И вот это вот как раз как бы на гребне вот этой волны и перемен вы сейчас живете. Вот закат уходит, это уходит из вашей жизни. Поэтому у вас новая страница, перемены, и вам нужно их встречать. Давайте посмотрим совет, как их вам встречать. Интересно, а встречать их вам вот так вот состояние, через духовную составляющую, через отшельника, понимаете? И здесь он, видите, вот все время у вас, и там королева мечей, вот эти две карты, посмотрите, как они друг с другом, прям они дополняют друг друга. Это вот то, что будет у вас происходить. То есть в отшельник вы должны перевести весь этот процесс, как бы внутри себя пережить, все эмоции, обид, злости, все это переварить и дать вообще новым событиям войти в вашу жизнь, потому что вам нужно будет очень многое открывать внутри себя, вокруг. В общем, видите, я в ступоре, я вот двоечки, я не знаю, что там у вас в жизни сейчас происходит, у вас, мне кажется, знаете, как это, обнуление такое, блинг, я как блинг, как баран на новые ворота, как говорится. Вы смотрите на свою жизнь, вообще не можете понять, что происходит. У вас сейчас какое-то такое, вы и не там, и не здесь, и у вас вот эта смена, блинг, вот, и я так и не могу говорить, видите, надо отключаться от вас, от двоечек, а то я сейчас зависну тоже вместе с вами. Так, ну что, давайте последнюю карту для двоечек, совет. Мне кажется, для двоечек мы больше даже посмотрели. Но совет, видите, совет у нас весь март уже восьмерка жезлов на этой колоде, она весь март у всех. На каждом у меня раскладе это восьмерка жезлов. Перемены, движение вперед, у вас будут большие смены, трансформации, перемещения, новые шаги, новые действия, новые вообще какие-то, знаете, неожиданные идеи, что чем заняться, куда пойти. В общем, жизнь будет давать этих оборотов набирать. Вот, друзья. В общем, с вами была Ева. Сегодня на закате. Сейчас я вам еще раз сфокусирую на него, чтобы вы на закат посмотрели, а не на меня, правильно? Смотрите, какой он красивый. В жизни сейчас происходят большие трансформации. Мы повышаем свои вибрации, и это требует от нас больших внутренних усилий. И если вы ежедневно, сейчас я вам вытащу карту и подтвержу, вот, пожалуйста, королева Пентаклей, если вы ежедневно совершаете действия, если ежедневно вы осознанно подходите к этому процессу, то вы наслаждаетесь, какими бы эти трансформации не были. Поэтому, друзья, оставляйте ваши комментарии, какой вариант срезонировал, что вам подошло, что вам не подошло, какие эмоции у вас вызвал этот расклад. Оставляйте темы и предложения, какие бы темы хотели вы разобрать, потому что я открыта. Когда-то буду просматривать один вариант, два, когда-то три. В общем, с вами была Ева. Я целитель, экстрасенс, мастер рейки. Я работаю с людьми и с энергией уже больше 15 лет. Провожу индивидуальные консультации. Раньше в основном это была только индивидуальная работа. Вот. А теперь я вышла на YouTube именно тоже с этой темой, именно вот через второй расклад, через потоки. Вот, поэтому, друзья, что-то у меня тут это ветер мне поддувает, у меня открыто окно, на меня поддувает ветерок,
перемен, ветер перемен. Ведь в закат все уходит, но ветер перемен идет к нам. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, потому что канал молодой. Если вы не подпишетесь, если вы не поставите лайк, то какой-то человек, которому, может быть, нужно услышать это послание, какую-то поддержку, может быть, он сидит сейчас, как у меня тоже были такие времена, когда ты сидишь просто один в комнате, в слезах, и тебе кажется, что все, выхода никакого нету. И человек кликнет, увидит какой-то совет, какой-то отклик, поймет, что он не один проходит через трудные времена или трансформации, через них проходит сейчас все. Вот. Поэтому по умеренности, на самом деле, каждый найдет свой баланс, и я вам этого искренне желаю. До связи, с вами была Ева. Увидимся на канале Ева Оракл.